Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусную закуску на слоеном тесте. Такая закуска – это прекрасная альтернатива бутербродам. Готовится несложно и нравится всем. Берем лист готового теста и немного раскатываем его в разные стороны. Я использую слоеное бездрожжевое тесто. Тесто нарезаем на квадраты размером около 8 см. Так раскатываем и нарезаем все тесто. У меня пачка теста весом 900 грамм. Она разделена на 4 одинаковых листа теста. Подготовленные квадратики теста выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. В мисочку разбиваем одно яйцо. Взбиваем его вилкой. Взбитым яйцом смазываем каждый кусочек теста сверху. На кусочек теста кладем немного томатного соуса или кетчупа. Размазываем его по всей поверхности. Соленый огурец нарезаем кубиками. Понадобится примерно 1-2 огурца. Ветчину нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем кубиками. Всего понадобится 250 грамм ветчины. Также можно использовать любую колбасу или уже приготовленное мясо. Помидоры тоже нарезаем кубиками. Всего понадобится 2-3 помидора среднего размера. Сыр трем на крупной терке. Для блюда понадобится 150 грамм сыра. На подготовленное тесто кладем нарезанные огурцы. Следующее раскладываем ветчину. На ветчину выкладываем кусочки помидоров. Сверху немного наносим майонез, это по желанию. Все посыпаем тертым сыром. Закуску ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 20-30 минут. Следите за готовностью. Закуска готова. Выкладываем ее на блюдо и подаем на стол в теплом виде. Закуска на слоеном тесте получилась аппетитной и очень вкусной. Готовится просто и недолго. Такая закуска понравится всем, и взрослым, и детям. Она прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Также у меня на канале есть и другие вкусные рецепты. Чтобы долго их не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым приготовим завтрак в булочках. Он сытный и очень вкусный. Приготовить его можно заранее, а утром разогреть. Сначала подготовим все ингредиенты. 200 грамм ветчины нарезаем небольшими кубиками. – 120 грамм сыра трем на крупной терке. Нарезаем небольшой пучок петрушки. Также можно использовать сушеную или замороженную зелень. 1 помидор нарезаем сначала на пластинки, а затем пластинки режем небольшими кубиками. Вместо помидора можно использовать оливки или замороженные овощи. В миску кладем нарезанную колбасу, сыр, подготовленный помидор и зелень. Сюда же разбиваем 3 яйца. Все немного солим. Не забываем, что мясо и сыр уже соленые. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Берем небольшие булочки и срезаем верхнюю часть.
Мягкую середину вынимаем вилкой. Мякиш от булочек можно использовать для приготовления котлет или просто съесть с супом. Подготовленные булочки наполняем начинкой. Этого количества начинки мне хватило на 10 булочек. Все переставляем на противень от духовки. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 30-35 минут. Завтрак готов. Булочки с начинкой получились очень вкусными. Хрустящая основа и ароматная начинка никого не оставит равнодушным к такому завтраку. Обязательно его приготовьте. Следующим блюдом приготовим быструю пиццу на жидком тесте. Готовится она очень просто и главное никакой мороки с тестом. Начинка для пиццы может быть разная в зависимости от продуктов в вашем холодильнике. Сначала подготовим все ингредиенты. 5 помидоров небольшого размера нарезаем кружочками. Один сладкий перец нарезаем колечками. 100 грамм колбасы нарезаем тонкими пластинками. Колбасу можно использовать любую или заменить отварным мясом. 200 грамм сыра трем на крупной терке. Лучше всего для пиццы подходит сыр моцарелла. Замешиваем тесто для пиццы. В миску разбиваем 2 яйца и насыпаем пол чайной ложки соли. Взбиваем венчиком. Сюда же наливаем 150 мл молока и опять перемешиваем. Насыпаем 150 грамм муки и все перемешиваем венчиком до однородности. Тесто выливаем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно его распределяем по всему противню. Количество ингредиентов рассчитано для противня от духовки шириной 50 см. Если у вас духовой шкаф шириной 60 см, то количество ингредиентов для теста нужно увеличить в 1,5 раза. Тесто посыпаем половиной тертого сыра. Сверху выкладываем кружочки помидоров. Также кладем нарезанные кружочки перца. Кладем на пиццу колбасу. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем примерно 10-15 минут. Пиццу вынимаем и по желанию смазываем любым томатным соусом или кетчупом. Кладем листья свежего базилика. Сверху опять все посыпаем оставшимся тертым сыром. Пиццу ставим обратно в духовку и запекаем еще 10 минут. Готовую пиццу вынимаем из духовки и пока она еще горячая, разрезаем ее на порционные куски. Пицца на жидком тесте получилась очень вкусной, ароматной и сытной. Тесто получается тонким и мягким, но не сырым. Готовится такая пицца быстрее, чем на дрожжевом тесте, а по вкусу ничем не хуже. Такую пиццу можно легко приготовить на ужин, тем более продукты все доступные.